привет! Добро пожаловать на канал Лесной Строитель. Для тех, кто смотрит первый раз, меня зовут Алексей. Казалось бы, вроде бы буквально вчера я строил эту землянку, копал здесь яму в жару плюс 38 градусов, таскал бревна, ну и все вообще я делал ручной пилой, как вы помните. А уже прошел ровно год. То есть сегодня землянке исполнилось ровно год. И именно по этой причине я сюда и пришел. Конечно, это не главная причина. Все-таки больше я хотел бы, наверное, сегодня ответить на ваши вопросы, которые вы мне часто задаете в комментариях. И, возможно, не получаете на них ответа. По плану сегодня поделать кое-какие здесь дела. Хочу сделать столик, лавочку, возможно, сделать. Приготовить к зиме землянку, да, сейчас середина июля, но, как говорится, готовь сани летом. Как вы помните, снегом здесь постоянно закидывает ступеньки, и каждый раз я приходил и чистил эти ступеньки от снега. Вот сегодня я хочу сделать крышку для ступенек, так что есть чем заняться, ну а вечером, естественно, будет что вкусное поесть, поэтому садитесь поудобнее, наливайте себе прохладительные напитки, потому что уже все-таки лето наступило. Ну и поехали! Приятного просмотра! Ничего себе, кто-то здесь ложку оставил и тарелку такую деревянную. Но кажется, я знаю, кто это был. Посмотрим. Ух ты, ничего себе, тут даже были два посетителя, два гостя в землянке. Почитаем. 18 июня, 19 июня. Привет, Алексей. С трудом, но мы отыскали твою землянку. Провели тут целых 24 часа в уюте и комфорте. Нам очень понравилось. Да так, что захотелось тоже что-нибудь построить. Спасибо тебе и этому месту от команды TheVovka.com. В скобочках Вова и Серега. На память оставляем тебе миску и ложку, вырезанные по древним технологиям. Очень необычно. Ну, я вообще на самом деле знаю, кто это такой. Дело в том, что буквально когда, наверное, неделю назад в Ютубе наткнулся на видео, как оно называлось, 24 часа в землянке, по-моему, что-то типа такого. И как раз-таки, да, TheVovka.com, этот канал и был. Вот этот парень Вова посещал мою землянку, и если хотите, можете тоже зайти на его канал и посмотреть это видео. Интересно провели время, сделали вот такую тарелку они и ложку. И вообще в целом хорошо отдохнули. Я думаю, все равно это лучше, чем проводить время в городе в такую жару. То есть летом, конечно, лучше проводить свободное время на природе, на свежем воздухе. Так, посмотрим дальше. 20 июня. Ого, ничего себе, получается... Парни 19 июня ушли, переночевали и ушли, а 20 июня опять были гости. Привет, Алексей, узнали, что вы хотите навестить вашу первую землянку. Вас не застали, оставляем гостинцы на полке. Тимофей и Анна, и наша дочка Ира. Кстати, я вспомнил. Да, Тимофей и Анна, они же уже были здесь. И, я так понимаю, тогда они были без дочки. Где это запись? Да, вот это ваши подписчики. Точно. Они приходили без дочки в первый раз. Еще 8 мая 2022, в этом году, понятное дело. А 20 июня пришли еще раз. И оставили гостинцы. Спасибо, конечно, вам, Тимофей и Анна. Сейчас посмотрим, что вы оставили. Очень интересно и необычно. Для меня это, по-моему, будут
ну, скажем так, первые гостинцы. Ну, вообще, хотя как первые? Первый вот уже тарелка и ложка вот этого, да? А это уже будут вторые гостинцы. И я их вижу, вот они. Смотрите, свинина тушеная, Великолукский мясокомбинат. Кстати, классная тушенка, ну, по крайней мере, мне очень понравилась она. Килька в томатном соусе, вау, вот это вообще супер. Я, наверное, даже прямо сейчас, там, ну, когда на улице выйду, ее и съем. Горбуша натуральная, тоже хорошие консервы. Икра из кабачков и зеленый горошек. Ничего себе, целых 5 банок и целых 5 блюд, которые можно съесть. Но, конечно, мой глаз уже прям лег на кильку в томатном соусе. Мне очень хочется ее съесть, прям уже слюнки текут. Сейчас попробуем. Да, что-то в прошлый раз я совсем забыл посетить тайную комнату. Ну, она же сауна, баня. И как-то, ну, вообще задавал я вопрос, да, там на днях в Телеграме в группе. И под последним видео, то, что было бы интересно услышать от вас вопросы и, соответственно, на них ответить. И вот, по-моему, Татьяна Глушко, если не ошибаюсь, спрашивала по поводу третьей комнаты. О, господи, третий, что-то оговорка по Фрейду. Это я просто уже о третьей комнате мечтаю. Не будем забегать так далеко вперед. В общем, по поводу тайной комнаты она спрашивала. Здесь все в порядке, все на месте. Немного влажная она, вот по ощущениям комната это, да? Ну вот я поэтому сейчас и открыл здесь окошко, открыл дверь в первую, в основную комнату, и чтобы вентилировалось все помещение, сквознячком все продувало. Но плесени здесь нет, все в порядке, все отлично, ничего не гниет, все нормально. И тут как-то на днях сидел, ностальгировал, думал, блин, как же классно было здесь попариться в сауне зимой, помните, да, по-моему, это было в январе, если не ошибаюсь. Конечно, печь кабанчик маловато для такого помещения, хотя помещений тоже здесь маловато, но печь кабанчик все равно не для бани, она все-таки для того, чтобы обогревать палатку. И как нельзя кстати, наткнулся на один интересный канал под названием «Банный корреспондент». На нем автор канала рассказывает о банных печах, о том, как нужно париться в бане, какие камни лучше использовать для бани в парилке. И знаете, я пришел к выводу, что, наверное, я воспользуюсь той информацией, которую я получил, просматривая его видеоролики, и, наверное, поменяю печь у себя в бане на даче. Дело в том, что она у меня уже практически прогорела, и уже, в принципе, срок подошел. Ну, а тут и канал такой интересный, как нельзя, кстати, и вовремя нашелся. Да и здесь не мешало бы тоже зимой принести какую-то печку стационарную уже металлическую, ну и где-нибудь ее, к примеру, там прятать, да, и пользоваться ей на постоянной основе. Ссылку на канал «Банный корреспондент» я оставлю под этим видео, в описании также, и закреплю в комментарии. Ну, обязательно зайдите, посмотрите, и я думаю, наверняка вы найдете что-то интересное и для себя. По крайней мере, я для себя нашел очень много интересной и полезной информации. Ну, если вдруг кто-то придет и захочет поесть, всегда знайте, что вся еда, всю еду вы сможете найти в тайной комнате вот здесь, в полу. Тимофей и Анна, спасибо вам большое за то, что накормили меня. И самое главное, что угадали мои желания. Прям вот попадание 10 из 10.
Доски я напилил позавчера и даже не вот носил поближе к землянке, да, просто вот увидел землянку, все, покидал их тут прям и быстрее бегом-бегом надо было ехать по делам дальше. Сейчас пока не начался еще дождь, а по прогнозу сегодня обещали ближе к вечеру дождь, но такой не сильный, небольшой. Вон тучки, кстати, уже идут. По-быстренькому делаю крышку, делаю стол рядом с землянкой и пообщаемся как раз с вами по интересующим вас вопросам. Здесь, видите, щели такие у меня остаются. Их, конечно, можно было бы убрать, стесать вот здесь, здесь, обтесать доски по местам стыков, да, и поплотнее поставить. Но я этого не делаю. Почему? Потому что здесь, ну, все равно будут какие-то осадки туда попадать, мало ли будет влага затекать, да, с боков как-то, может быть, на ступеньки. И чтобы циркуляция воздуха была, чтобы поступал туда свежий воздух, чтобы влага вся испарялась, уходила, эти щели я так и оставил специально. То есть это преднамеренные мои действия, ну, просто чтобы не гнили и сами доски, и не гнили ступеньки. Самое главное, что мой вес выдерживает. Я думаю, что это более чем достаточно. Во мне 90 килограмм, грубо говоря, 86 с копейками. Снег, блин, ну будет даже, пусть такой сугроб снега. Ну что, он 90 килограмм, что ли, будет весить? Вряд ли. Площадь полтора метра на 70 сантиметров и высота 50. Ну, куб снега. Хотя, знаете, талый снег может и весить и 90 килограмм. Ну, в любом случае, будет удобно приходить и счищать снег просто лопатой с этой крышки, убирать его, откидывать, и все, и спокойно тут заниматься своими делами зимой.
Ну и как обычно, по традиции обрабатываю доски газовой горелкой, чтобы они не бросались в глаза издалека. Ну, потому что, видите, они белые такие, да, практически. Со временем, конечно же, они потемнеют, пожелтеют, приобретут такой более темный цвет. Но сейчас на общем фоне леса они выглядят очень контрастно, так выделяются. Опа. Пойдемте к водяному накопителю. Сейчас там возьмем столешницу для будущего стола. Сделаем рядом с землянкой стол. И уже потом сядем, поговорим, попробую ответить на вопросы, которые мне понравились, либо на которые я считаю нужным вообще. Пора бы ответить, да, чтобы вы получили какую-то исчерпывающую от меня информацию. В общем, пообщаемся. Но сначала сделаем стол. Вроде все на месте. Что там с водой? Ого. Воды много. Она не испаряется. Схема рабочая. Можно по такому же образу и подобию сделать, например, бассейн на даче. Ну, это так, просто к слову. Единственное, конечно, если не накрывать воду, то она будет вся испаряться. А здесь, как вы видите, уже вот сколько? Месяца полтора, наверное, прошло. Ну, тент я убрал с месяца точно назад. То есть поступления новой воды дождевой сюда нету. И вот как вот уровень воды был, столько же ее здесь и есть. Литров 300. Ну, вообще шикарно. То есть на все лето мне этой воды хватит. Учитывая, что я не часто здесь появляюсь. Ну, а так вообще, если бы я, к примеру, жил бы здесь, да, предположим, то ранней весной можно засыпать было бы сюда снег, собирать дождевую воду, и куба полтора-два бы точно было бы воды. Как минимум, там, сполоснуть руки, лицо, вполне хватило бы и на сезон. Но для полива, конечно, уже мало. А так вот взять ведерко воды и там подмыться, да, помыть там руки, ноги, голову, хватило бы.
зацепилась здесь и здесь. Уберу лишнее топором и прибью сюда сразу ножки. А потом уже вместе с ножками буду вкапывать на нужную мне высоту. Да, тяжело сейчас будет найти бревна, потому что я здесь в радиусе, наверное, метров 500, я так думаю. Все какие-то мелкие сосны, какие были найдены мной в виде валежника, использовал либо на строительство второй комнаты, либо на строительство первой комнаты, либо просто сжег в костре, в печке. Вот так вот. Поворачиваюсь, и опять та черная кошка. Помните, в том году строил, так она здесь и сидит, эта черная кошка, в виде обугленного пенька. Все так и сидит на том же месте и ждет. Не знаю, кого, правда, ждет. Ну, вот просто реально, резко голову поворачиваешь, господи, прям черная кошка сидит. Что она тут делает вообще? Но это не она, не кошка. Опа. Тут вообще какие-то заготовки даже есть, смотрите. Ничего себе. Раз, два, три, четыре. Куда? Зачем? А, это я, наверное, когда строил эту водяной накопитель. Точно. Я помню, напилил здесь и что-то все перетаскивал. Все сделал и про них забыл. Ага. Ну, ништяк, вот как раз этого мне и хватит. Даже, пожалуй, многовато. Ну ладно, возьму все.
кажется, вот здесь вот будет оптимально поставить стол, вот так вот. Он будет спрятан за этим деревом, за растительностью. Ну, а стульчик этот, трон королевский. Ну, просто такое кресло реально большое. Передвинуть чуть вперед. Отлично, хороший столик получается. Фух. Наверное, потом надо будет впоследствии сделать еще табуреточку. Дело в том, что я хочу сюда прийти, ну, через недельки-две, не один. Ну, а с кем, пусть это пока останется загадкой и маленькой тайной. Мало ли, вдруг еще и не получится. Посмотрим. Давайте попробуем пообщаться. Сейчас я вот достану телефон, найду вопросики. Отвечать буду коротко, ясно. Ну, надеюсь, по крайней мере, что так оно и будет. Потому что если на каждый вопрос отвечать развернуто, ну просто, блин, ролик получится не 15, там 20, 40 минут, а часа на 2, на 3, наверное. И никому это интересно не будет. Так, ну начать, я думаю, наверное, следует с того, кто я такой вообще, чем я занимаюсь по жизни, да? Ну, то, что меня зовут Алексей, вы знаете, мне 36 лет, я женат, у меня есть 2 детей, 2 сына. По работе с 2015 года я нахожусь в свободном плавании и работаю сам на себя. Сфера деятельности мебель, ну, продажа, производство мебели. Углубляться я не буду. Исходя из этого, у меня и поэтому и время есть свободное, то есть я могу сам планировать свое время. Захотел, вышел на работу, захотел, не вышел, но от этого зависит мой заработок. То есть если я не буду выходить на работу, соответственно, я просто меньше заработаю, правильно? И могу еще и потерять клиента плюс ко всему. Где научился так делать все своими руками? Видно, что соображаешь в строительстве. Был период безденежья, когда у меня в кармане даже 50 рублей не было. И вот тогда я стал подрабатывать, собирать мебель.
И я так думаю, что, возможно, благодаря вот именно сборке мебели что-то получается делать руками, вот, ну, когда строишь землянку. Ну, там, не обязательно землянку, а еще что-то, да. Дальше. Удалось ли отремонтировать дрон, который, ну, понятно, да, который вот недавно сломался? Нет, пока не удалось, то есть там 3 поломки, 2 из них я починил сам. А третья поломка заключалась в том, что там сломался вот это вот направляющее, ну, подвес, на котором висит камера. Его починить невозможно, я его заказал на Алиэкспресс, жду. Ну, соответственно, приедет, я его починю. Так, о себе, семья, работа, ну, это я рассказал. Почему так задевают негативные комментарии? Ну, блин, поймите правильно, то есть, когда ты общаешься с людьми в обычной жизни, да, и тебе говорят там, ты, грубо говоря, там олень, да, ну, обычно за такое людей как бы там либо наказывают, да, либо просто говорят, что ты не прав, или посылают на 3 буквы. А когда есть какое-то чувство вседозволенности, и в интернете себе что-то пишут там плохое, то, естественно, хочется ответить человеку. Но сейчас я прекрасно понимаю, что это было глупо с моей стороны. Ну, нужно все-таки расти, правильно, развиваться. Я надеюсь, что это уже осталось в прошлом. Поэтому хейтеры, хотите, обсирайте, хотите, нет, как бы это на ваше усмотрение. Нет ли в планах забросить канал? Да, 2 раза у меня были такие ситуации. Первый раз, по-моему, в декабре я хотел забросить канал. Просто потому, что я не получал той отдачи от зрителей, которую хотелось бы получать. То есть, когда ты вкладываешь все свои силы, отдаешь, вкладываешь свою душу, да, там, создавая что-то, то, конечно, обидно, что кого-то смотрят, там, допустим, тебя не смотрят, ну, грубо говоря, да. То есть хотелось получать заслуженные оценки, и почему бы и нет. Все мы делаем ради того, чтобы получить какую-то, не то чтобы получить оценку, а для того, чтобы быть признанным, правильно? То есть у человека, он делает хорошо свою работу, он получает там повышение по своей работе. Ну, а, допустим, кто-то строит там, не знаю, избу, его смотрят, соответственно, увеличиваются просмотры, соответственно, увеличивается монетизация канала, появляются какие-то рекламодатели. Понятное дело, что строительство — это хобби, но в любом случае, я думаю, никто не дурак из нас, правильно, и все понимают, что любой человек всегда стремится к лучшему. То есть, если ты видишь, что у тебя есть возможность подняться в этой деятельности, да, как-то выйти на какой-то уровень дохода определенный, интересный для тебя, ну, пока для меня он не интересный, скажу прямо. По той простой причине, что у меня есть работа, на которой я зарабатываю больше денег, чем здесь. И здесь как бы выходят копейки. Но в любом случае хочется всегда расти. И поэтому было обидно, что, ну, мне казалось, что канал был недооценен. Сейчас, конечно, когда уже на канале там больше 30 тысяч подписчиков, я так не считаю. Какое образование имеешь? Ну, высшее образование. Откуда такой аккуратный, основательный подход к делу, трудолюбие и упертость? Ну, упертость, не знаю, у меня с детства так было, преодолевать себя, какие-то там препятствия, еще что-то. Ну, то есть, если ты поставил цель, то нужно идти до конца и добиваться ее. И остальное все по барабану. То есть цель построить землянку, все, идешь к ней напролом, потом уже будем собирать камни и смотреть, правильно делал, неправильно делал, но в любом случае делаешь так, как хочешь ты, как я хотел, так я, в принципе, здесь все и сделал. На самом деле я ни разу не аккуратный, это все брехня. Просто хочется, чтобы, ну, раз я делаю это на камеру, то хочется, чтобы это все выглядело красиво, правильно? А не вот там тяп-ляп на дров накидал, там повалил все это дело. Вот тебе землянка. Ну, как бы, надо уважать зрителей, я считаю. Очень бы хотелось увидеть вашу дачу. Да, дачу можете увидеть на моем другом канале. Как вы говорите, канал с немым кино. Вот. Там я дачу выловил, кстати, один ролик есть. Как насчет выкопать яму под пруд у землянки, ну, и запустить туда рыбу? Да, можно подумать над этим. Какой квадрик? DJI Mavic Mini 2, по-моему. Почему строишь землянку? Да, вот, кстати, интересный вопрос.
Почему я строю землянку? Начнем с этой. Тут как бы все понятно, наверное, я так думаю. Те, кто смотрит канал с самого начала, либо с каких-то там первых серий, прекрасно помнят, как я посетил землянку походного оптимиста и в конце видеоролика сказал, что хорошее место в лесу, хотелось бы построить что-то свое. Вот, честно говоря, за язык никто меня не тянул тогда, сам вот брякнул. А в итоге потом в комментариях начали писать, ну давай построй, там мы ждем как бы, да. Потом кто-то писал, что какого хрена ты вообще шляешься в чужие землянки, построй свою и там туси. Ну вот я и построил свою, и здесь я и отдыхаю. Первую землянку слишком много людей знает, где находится. А хотелось бы иметь такое место, которое не будет не знать никто, где она находится. Я, как вы видели, да, с квадрокоптера не снимал еще кадров там даже ни разу во второй землянке. И, наверное, и не буду этого делать. Ничего такого секретного в нем нет в этом месте. Оно довольно-таки общедоступное, добраться туда может любой. Но я хочу, чтобы это было чисто мое укромное место, поэтому я и строю вторую землянку. Ну, вот так вот, мало ли что. Правильно? Всякое бывает в жизни. Где у землянки туалет, особенно зимой? Ну, смотрите, по туалету. Такой вопрос, конечно. Ну, кто не хочет, тот пусть не слушает. По маленькому, пожалуйста, вон везде, где угодно, да, то есть, наоборот, только никакого вреда природе ты этим не наносишь. По большому, в принципе, то же самое, особенно если у тебя есть лопата, как бы отошел, выкопал, ушел. Ну, все понятно, я думаю. Построить отдельный туалет, ну, можно, а зачем? То есть ради того, чтобы просто зимой там посидеть на 3 минуты больше, холодно-то все равно будет. Или туда печку нужно поставить, в этот туалет. Я как бы логики не вижу, и смысла в этом тоже большого нет, на мой взгляд. Не было ли мысли уехать из страны? Но я на самом деле на этот вопрос ответил. Да, были мысли. Вот я прям комментарий зачитаю свой же. Были лет до 27. Сейчас, когда у меня, в принципе, все есть в моей жизни, и квартира, и машина, там, и гараж, и дача, мне, по сути, переезжать куда-то, ну, смысл. То есть, если бы я жил в некомфортных для себя условиях, то, конечно, я бы искал лучшей жизни. У меня пока все в порядке, все тю-тю-тю. Нормально. Как дальше будет, я не знаю, потому что ситуация меняется в худшую сторону, все прекрасно сами это видят. Поэтому что там дальше будет, мы не знаем. А вообще, в целом, я просто, вот честно говоря, я люблю свой город. Я, знаете, раньше там что-то думал, там вот город Самара, там что-то фигня какая-то, да? Ну, а я вообще, во-первых, здесь родился, в Куйбышеве, тогда еще Куйбышев это был город, и как-то прикипел, что ли, каким-то патриотизмом. Короче говоря, мне нравится мой город, мне нравится то, что я могу выйти из своего дома, до Волги мне идти километр буквально пешком, мы с сыном доходим вниз до Волги, пристань, пляж Поляна Фрунзе, что ли, называется, или как она, не помню правильно, и буквально через 15 минут мы уже на другом берегу Волги. Цена поездки там 80 рублей туда, 80 обратно. Ну, блин, ну мне нравится. То есть я живу на Волге, всегда можно купаться, загорать, у нас пляжи, пляжная полоса хорошая. И природа, мне кажется, тоже вообще прекрасная. Лесов не очень хватает, но это уже второстепенный вопрос. На какую специальность учились? Я что-то, по-моему, так и не ответил, да. Я учился на специальность, как сказать, менеджмент организации, экономика управления, факультет был. Ну, тогда всем модно вообще было, и все туда шли. Все хотели быть экономистами, менеджерами, юристами и что-то вот такое. Сейчас, если честно, я бы, наверное, выучился бы на какую-то техническую специальность лучше, если бы заново все это время назад отмотать. Ну, потому что это сейчас намного более востребовано. Привет, у вас, земляночников, такой жесткий режим, в первый день вы пашете, а на следующий день уже с утра домой. Типа землянка ведь для отдыха существует. Ну да, землянка существует для отдыха, а семья существует для того, чтобы ее кормить, обеспечивать и воспитывать своих детей. Поэтому я ночую здесь, и то это как бы не совсем иногда нравится там моей жене, да, потому что у нас ребенок маленький второй. Но тем не менее, я ночую и с утра уезжаю домой именно по той простой причине, что у меня есть семья. Если бы у меня не было детей, ну, хотя бы просто была бы жена, но не было детей, то, наверное, я бы и на 3 дня сюда приезжал.
проблем бы вообще никаких не было. Ну, либо дети постарше будут. Ну, вот самые такие основные вопросики, которые и мне были интересны, и на которые нужно было ответить уже, я ответил. Если будет интересно, задавайте вопросы еще, пишите в комментариях. Лучше пишите, наверное, в телеграм-канал. Хотя, неважно, можете и под этим видео написать вопросы, вообще без разницы. Ну, а я, пожалуй, сейчас немножко отдохну и буду мариновать мясо. Что-то мне вот эта картина сейчас напомнила тот день, когда снежный шторм был. Если вы помните, да, то что в один день сначала было, ну, просто снег шел, потом безветренная погода, потом резко налетел шторм какой-то вот с таким вот ветром резким, сильным, порывистым. Сумасшедший снегопад, прям минут 30, наверное, длился. После чего все резко оборвалось, и потом вот так вот выглянуло солнышко. Вот прям вот точно такая же картина была, только зимой. Здесь все в снегу было. И потом буквально через там часа полтора опять то же самое. Резко снег, метель, а потом опять солнце. Ну вот сейчас то же самое, что-то вот прям похожее было, но дождя не было. То есть тучи тяжелые, дождевые прошли куда-то в ту сторону. Ну и там вот они тоже уходят мимо меня. А на меня уже вон идут чистенькие облачка. А там дальше вообще небо чистое синее. А готовить я сегодня собираюсь шашлык куриный. А то это свинина, да свинина, что-то она тоже со временем надоедает. Сейчас нарежу кубиками курицу, куриное филе, и буду мариновать. Orange juice, апельсиновый сок. Да, мариновать я буду в апельсиновом соке. Ну, а почему бы, собственно, и нет. Кто-то маринует в минералке, в соевом соусе, еще в чем-то. А я вот решил попробовать замариновать в апельсиновом соке. Я думаю, будет в любом случае очень вкусно. Ну, естественно, добавлю немного соли, перчить не буду, дабы не портить сладковатый вкус будущего шашлыка.
А шашлык приготовлю я сегодня на шпажках. Специальные шпажки взял, чтобы все было красиво. Потом еще лук нарежу с перцем. И буду чередовать мясо, лук, перец, мясо, лук, перец и так далее. Шпажек взял много, ну посмотрим, насколько мне хватит мяса. Сегодня в магазине увидел щербет. 1000 лет его не ел. И почему-то не обращал даже на него внимания. Прикольная штука. Уже темнеет. Пора бы и шашлык поесть. Сейчас почищу и порежу лук. То же самое сделаю с перцем. Чистить, правда, его не надо. И начинаю насаживать шашлык на шпажки. Аромат, кстати говоря, стоит просто восхитительный. По-моему, я не промахнулся с маринадом из апельсинового сока. Уже сейчас я прям чувствую запах такой, апельсина. Но очень-очень приятный.
Причем этот приятный аромат исходит от мяса, от курицы. Запах уже пошел такой, что невозможно устоять, точнее усидеть. Немного подгорели края, прям совсем чуть-чуть, но внутри очень вкусный и сочный шашлык. Вкуснятина. Мне больше всего нравится сама подача, то есть на вот этих шпажках. Прикольно так выглядит. Мини-шашлык. Как обычно, на ночь наедаюсь. Но будут сниться ужасы. Доброе утро. Да, сегодня ночка могла стать, наверное, последней вообще в моей жизни. Блин, хотите верить, хотите нет. Короче, проснулся я часа в 3 от того, что не знаю от чего. То есть что-то меня разбудило. Я не особо верю в сверхъестественные какие-то силы. Ну, я ни в туалет, там ничего не захотел. Просто вот проснулся и все. Просыпаюсь. Глаза открываю, а здесь все в дыму. В общем, что произошло? Я даже, почему я не снимал? Потому что просто не до этого было. Я быстрее тут все тушил. В общем, труба, проходящая через крышу, она у меня очень близко к бревнам проходит, самой крыши. И произошло возгорание. Вот она, труба пошла. И вот там вот все это дело начало тлеть. По-моему, даже и с этой стороны было. Да, и с этой он немножко тоже. И я начал тушить отсюда, снизу, потом вышел на улицу, сверху стал поливать стык трубы и крыши. Как бы все нормально. Прям возгорания не было, то есть тлело, но дыма было прям очень много. Как минимум можно было просто задохнуться. А сегодня я с собой даже датчик угарного газа не взял. В общем, повезло. Будем считать, что год землянки отметил хорошо. Главное, что живой. Что теперь я думаю делать? Однозначно нужно в следующий раз приехать сюда будет с аккумуляторной пилой. С бензопилой я задохнусь тут работать. С аккумуляторной пилой приеду и вырежу отверстие под трубу, увеличу его. А потом пожаробезопасный вот этот стекловатый, или какая там материал, базальтовая вата, напихаю, утрамбую. Ну а сверху, снаружи тоже чем-нибудь накрою. Есть специальные, как они, проходческие силиконовые накладки. Как-то так они называются, не горючие. То есть прям на трубу надеваешь, чтобы вода не попадала сюда внутрь, по трубе не стекала. Ну вот так вот утро
действительно доброе, потому что я проснулся и могу видеть всю эту окружающую красоту. И хорошо, что не спалил лес, потому что здесь, я говорю, все в сосновых вот этих вот иголках. И по моей собственной глупости я мог вообще таких дел натворить. В общем, говорю точно, что в следующий раз я эту ситуацию исправлю, и такого здесь больше не повторится. За свои действия нужно отвечать. И за свои косяки тоже. Это зона моей ответственности, поэтому я обязательно это исправлю. Чтобы в дальнейшем не было таких вот ситуаций. Ну, мало ли, это ладно, я тут, да, а представьте, кто-нибудь придет, вот так вот печку затопит и умрет. Вообще весело будет. Точнее, ни разу весело не будет. В первую очередь мне. Ладно, буду собираться. В общем, спасибо, что посмотрели это видео до конца. Спасибо, что вообще смотрите уже, получается, на протяжении года. Кто-то смотрит, да, то есть есть такие зрители, подписчики канала, кто смотрит уже целый год. Это надо иметь большое терпение, чтобы смотреть мои видео столько времени. Спасибо и до новой встречи. Я думаю, мы скоро с вами увидимся. Это был канал Лесной Строитель. Пока-пока.